Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, и кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я сегодня решила поакварелить. Взяла раскраску «Калинка да малинка» из серии «Издается более 30 лет». Я просто обожаю эти раскраски, но как-то что-то я маловато стала здесь раскрашивать. Но тут я обнаружила, что у меня осталось всего 3 незаконченные иллюстрации. В целом их можно там за час, за полтора, максимум за 2 закончить. Ну, я сегодня не буду так делать. Я выбрала для себя одну иллюстрацию. Сейчас покажу какую, ну, чтобы уже шло по порядку. Будет у меня вот это. Как раз таки раскрашу. Крашу я здесь детской акварелью луч. Бумага тут, ну, она как бы нормальная, хорошая для детской акварели. Я не знаю, может быть, и будет там или не будет протекать акварель в кюветках. Знаю, что в принципе раскрашивают, но у меня такая акварель протекает везде, а детская ведет себя нормально. И я очень люблю акварель луч, поэтому сейчас возьму. Иногда я еще использую луч перламутровую, когда это требуется, и использую здесь еще сухую пастель на фон. Ну, не всегда, но тоже по желанию, по обстоятельствам. Достану, конечно же, я большую палитру. 32 цвета, она мне очень нравится. Поэтому ей воспользуюсь. Сейчас я возьму кисточку, стаканчик с водой и вернусь к вам. Я еще добавила вторую палитру, потому что здесь есть некоторые такие оттенки, которые идеально сюда подходят. Хотя, знаете, я вообще уже заметила, что вот эта вторая... Мне вообще краски луч нравятся, к ним претензий нет. И, кстати, клей ПВА шикарный. Мы тут недавно с моей ученицей делали слаймы, и, в общем, правильно в видео говорят, что для слаймов клей ПВА луч самый классный. Вот. И просто мне все краски от луча нравятся, но вот эта палитра, ну, где 2 краски с блестками, она для вот этой раскраски наиболее подходит. Здесь оттенки прям вообще заходит хорошо, но в целом я пользуюсь и тем, и другим, и у меня еще какие-то есть, и в запасиках имеются. Люблю, в общем. Так, черное я впервые добавляю к зеленому, но мне кажется, здесь это будет актуально. Хочется попробовать, потому что, знаете, черные редко использую, равно как когда-то я почти не использовала белые, сейчас стала использовать активно. У меня, кстати, вот эта кисточка то ли из Леонардо, то ли из передвижника, я не помню, потому что одну я в передвижнике, одну в Леонардо брала. Это надо скорее старые видео за конец 2020 года посмотреть, наверное, за конец 2020. А может, нет, за конец 19 даже, скорее всего. Потому что я помню, я от зубного врача вышла и пошла в Леонардо. Мне тогда зуб удалили впервые в жизни, но да, мне и перед этим Новым годом такая же была ситуация. Вот. Это прям уже традиция какая-то. Ну так вот, в общем, с этой кисточки, с рукоятки стала краска облетать последние дни. Вот я, собственно, к чему. А тогда мне зуб, опять же, вот которым была проблема, сейчас залечили, лекарства положили. Я вот думаю, ну, как бы он уже так сильно не беспокоит, но иногда дает о себе знать. Если что, я скажу, удаляйте. Но это получается конец ноября, а если у нас ничего не отменят, то и, наверное, декабрь. Как бы это правда не стало уже доброй традицией. Не, ну, будем надеяться на лучшее.
В общем, как-то так получается. Сейчас еще за кадром буду красить. Саму иллюстрацию я раскрасила в том плане, что акварелью, да, к сожалению, немножко заехала. Ну, как есть. Ладно. В общем, сейчас все это до конца высохнет. В принципе, уже иллюстрация так просохла. Но я еще немного подожду. Хотя, потому что прошло, ну, буквально минут 15. И, наверное, сделаю фон, скорее всего. Может, где-то что-то доработаю карандашом, да, вернее, не где-то что-то, а вот здесь точно я доработаю карандашом. Ну и насчет фона посмотрю. Хотя где-то у меня фон и не сделан. Ладно, это я решу под настроение, по обстоятельствам. И сейчас возьму вот такую книжку, разукрашку с красивыми картинками. Здесь я уже выбрала для себя одну иллюстрацию. Я ее, кстати, сказать, сначала, ну, я закладку не взяла, здесь ее нет. Я вот этой раскраской ее заложила, а сейчас как-то у меня закрылась. Минуточку. Так, я поняла, в чем дело. Я выбирала из двух раскрасок из этой серии с озорными картинками и с красивыми. Выбрала в итоге вот эту, и она у меня вот так вот лежала, а это просто рядом. Короче, буду раскрашивать здесь, и выбрала я себе вот эту иллюстрацию с листочками. Ну, короче говоря, в тему выбрала. Так что сейчас я возьму карандаши. Так, знаете, надо сразу взять закладку для нее. У меня тут... Я еще сегодня поеду в Ашан, надо посмотреть закладки. Там иногда бывают по выгодным ценам. И надо бы приобрести, наверное, еще один наборчик, потому что, да, у меня что-то их здесь не осталось. Иногда бывает и в одной раскраске я... Ну, в общем, возьму стикеры сейчас, ничего страшного. Можно сюда, в принципе, сделать эту, ну, ленточку, как это обычно мы многие делаем, приклеить. Тоже неплохо, как вариант, без разницы. В общем, ладно, чтобы было быстрее искать. Так, сейчас я тогда подберу карандаши. В принципе, несколько карандашей у меня уже лежит тут на поверхности. Вот такие вот дервенты. Я раскрашиваю в зависимости от иллюстрации. Я не делю на раскраски на дорогие, дешевые, карандаши тоже. Ну, в том плане, что, знаете, если раскраска дешевая, это не значит, что я в ней буду раскрашивать только дешевыми карандашами, и наоборот. Я беру иллюстрацию, уже исходя из этого смотрю, чем ее буду красить, и мне абсолютно не важно, сколько стоит раскраска и сколько стоят карандаши. Поэтому здесь будут дервенты, да, когда-то вот на Хэллоуин я красила. Прикольно. Единственное, всегда так жалко, что камера вот не показывает, не передает. Ну, видимо, может быть, кольцевая лампа как-то забивает вот эти блестки. Ну да, немножко, наверное. А так вообще так здорово смотрится с этими блесточками. Так все это сверкает. Ну ладно, давайте сейчас я тогда пораскрашиваю на камеру. Эта раскраска мне нравится, но раскрашиваю я здесь редко почему-то. Ну, не почему-то, а потому что много всего. Ну и, соответственно, вот так потихонечку, ну, что-то берешь, красишь, что-то, наоборот, не задействуешь. Ну, поэтому она еще раскрывается не очень хорошо. Приходится сильно так напрягаться, удерживать ее. Я еще и тянусь. Так, сейчас сижу не совсем удобно. Хотя стараюсь сейчас уже отслеживать, как я сижу, потому что вот это все раскрашивание на камеру, где-то там, знаете, сидя боком, оно как-то, да, до всяких спазм доводит мышечных.
Ну, у меня два штатива, они, ну, один из фикс прайса, там в основном кольцевая лампа, а так у меня хороший, очень удобный вроде как штатив, но, честно, хотелось бы, наверное, ну, так, чтобы штатив над головой прям был. Не, наверное, это тоже можно так сделать, в принципе, потому что он еще выше поднимается. Надо попробовать. С другой стороны, тогда непонятно, не сможешь даже вовремя поправить, если там фокус начинает выделываться. Ну и самой в кадр не всегда хочется попадать. Нет, но я свое лицо нигде никогда не скрываю, просто имеется в виду, что ну, как бы тут-то я другое все же показываю, да. Процесс раскрашивания. Можно, конечно, купить еще какой-нибудь на прищепке, чтобы он был сверху, но суть в том, что это надо какой-то хороший искать штатив, потому что держатель, так как телефон и предыдущий-то был тяжеленький, а этот вот Xiaomi, который Poco X3 Pro, он еще более тяжелый и, честно говоря, вот фикс-прайсовский штатив, он хорошо там за икеевский стол так ножка заходит и он держится, а так бы он тоже упал бы. Потому что телефон реально такой основательный. Так, ну и вот этот листочек у меня здесь мастер-класс карандаш красный и полихромос, который мне Оксана присылала. Сочетаются хорошо. И, естественно, и тот, и другой карандаш достаточно хорошего качества. Мне нравится. Пользуюсь с удовольствием. Приятная раскраска на самом деле. И для взрослых тоже. Так, ну, в общем, остальное я уже дораскрашиваю за кадром. Возможно, здесь что-то еще подправлю, потому что когда лампа светит, ну, довольно сильно в глаза, тут проблематично. Нужно будет еще, так сказать, вблизи пораскрашивать, может быть, где-то пройтись блендером. Ну и эти листочки пораскрашиваю, подберу тоже какие-то такие цвета подходящие. Хотя на самом деле можно использовать и вот эти цвета в таком же сочетании, но в других пропорциях. И, ну, то есть, например, желтого минимальное количество, максимальное, не знаю, там, коричневого или еще как-то. То есть вариантов много, и это будет по-разному смотреться. Может быть, я, кстати, в теории так и сделаю. Единственное, что, конечно, вот этот бы листочек, его бы сюда. То есть поменять местами. Ну, в том смысле, что у меня как бы ассоциация с какими-то красными листиками. Это вот это и вот это. Хотя, например, кленовые листочки, они же тоже такого цвета бывают. Вот, но, не знаю, как-то мне всегда красным хочется делать вот это и вот это. А вот эти, ну, этот я бы сделала, наверное, все-таки каким-то темно-зеленым и, может быть, даже добавила чуть-чуть какого-нибудь коричневого. Хотя нет, я возьму дервент, один из дервентов, который водоразмываемый. Ну вот не инктенс, а какой? Графитинт я возьму, вот. Там есть такой осенний оттеночек. И буду, скорее всего, его сочетать с зеленым. Так, и сейчас я уже поеду в Ашан, но я сейчас вставлю в конце видео кадры из Ашана. Я тут несколько дней назад, когда была, я поснимала и забыла вставить в предыдущие влоги. Там я поснимала немножко полочки. Ну, в основном там то же самое, но кое-что есть и новенькое, точнее как. Там вот я как раз покупала поштучно по 9 рублей вот эти вот штабила Trio Deco. И там как раз появился набор 8 штук. Ну, конечно, разница колоссальна, потому что
а там они, по-моему, 500 с чем-то рублей за 8 штук, а я одну по 9 с копейками, ну пусть 10. То есть, в принципе, если бы были все цвета, то у меня бы набор получился, да, там, ну, если по 10 рублей, получается 80 рублей. Вот. Но у меня 3 или 4 цвета, а так набор 500 с чем-то. В принципе, насколько вот я поняла, насколько я знаю штабила, штабила это очень хорошее качество, это долговечность. То есть, в принципе, в теории их должно хватить надолго. И фоны ими классно делать. Поэтому в целом, если, например, даже взять какие-нибудь с блестками, потому что это шиммерные же, да, если взять с блестками те же, как их называют-то, господи, где они у меня тут, Джота Турбо Глиттер, в общем. Это, конечно, отвратное качество, тоже за, по-моему, 8 штук. Ну и, в общем, да. А за эти, может быть, даже и стоит заплатить 500 чем-то, но, честно, вообще дороговато. Я пока воздержусь от покупки, потому что того, что у меня есть, мне и так хватит, потому что у меня реально очень много канцелярий, и все равно нужно даже те же Джиота все равно как-то заканчивать. Вот. Но в целом, если вот так вот присматриваетесь, да, к каким-то таким фломастером, вот с этим вот пишущим узлом довольно толстеньким, лучше брать такие, потому что так, вот я сейчас, ну, не все, может быть, кто-то новенький на канале, вот они реально очень крутые, прям советую, и не полосят. Но я думаю, что, может быть, еще где-то можно подешевле взять, найти какие-то акции, присмотреться к ним. Ну, в общем, я буду с вами сейчас прощаться, но после этого, прям в этом видео, будет вставлен кусочек, там еще будет обзор нескольких, одной или двух раскрасок. В общем, я благодарю вас за просмотр, желаю вам, как всегда, здоровья, вдохновения, настроения, уютных раскрашивательных вечеров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Пока-пока! Я в Ашан Авиапарк, раскраска феи и принцессы по номерам. Сейчас полистаю. Конечно, это не та полистушка, что дома, но хоть что-то. В любом случае, они же наверняка есть и в интернете. Да, насколько я знаю, когда-то были на книжном складе. Я именно там одну себе брала. Ну так вот, ну вдруг это вам поможет сделать выбор. Определитесь, нравится оно вам, надо, не надо. Ну, в целом, нормальные раскраски. Но, опять же, тематика даже вот... Там разные же есть серии. И так или иначе одна и та же. Даже иногда иллюстрации это повторяются. Поэтому вот смотрите, здесь я уже нажимаю на паузу, потому что совсем неудобно листать. Ну, это так, знаете, включение. А в Ашане появились штабило Клио Деко. Они, конечно, обалденные. Толстый пишущий узел, классный шиммер, не полосят. Ну вот 599 рублей. Я брала одну штуку по 9 рублей с копейками. Здесь же вот в скидочной корзине. Ну а так тут все одно и то же. В принципе, ничего такого новенького не появилось особо. Все как всегда. Вот как раз скидочная корзина.